это всего лишь транзитный пункт, часть построенного пассажиром маршрута. И так можно сказать про абсолютно любую станцию. Но сегодня речь пойдет о Берлине, о 4 вокзалах, которые играют весьма важную роль, в первую очередь для системы городской электрички столицы Германии, для системы S-Bahn. Эти вокзалы в том или ином виде работают уже больше 100 лет, к тому же по их расположению легко определить стороны света. Ну а подробнее об этом и не только после заставки. Начнем с названий вокзалов. Осткройц, Зюдкройц, Весткройц и Гизундбрюнен, он же Нордкройц. Восточный, южный, западный и северный кресты. Если посмотреть на схему, то станет понятно, почему эти вокзалы назвали крестами. Здесь пересекаются различные маршруты S-Bahn, а также поездов регионального и дальнего следования. Но все 4 креста объединены двумя кольцевыми линиями S-Bahn – S41 и S42. Которые имеют общее название Ringbahn. Предлагаю сесть в один из новых поездов линии S41 и начать путешествие по берлинским железнодорожным крестам. Ostkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 75 und zum Regionalverkehr. Начнем с востока. Кольцевая железная дорога вокруг центральной части Берлина начала перевозить пассажиров с 1872 года. Но на этом месте станцию построили лишь спустя 10 лет, и она называлась Штралау-Румельсбург по названиям двух близлежащих деревень. Выстраивать единую систему Ringbahn, связанную с другими линиями транспорта, начали уже в первой половине 20 века. Как раз тогда станция была перестроена, после чего многие ее элементы дошли до возведения нового вокзала. Название Осткройц станция получила в 1933 году. С тех пор, вплоть до 21 века, станцию никак не ремонтировали. Повлияла и Вторая мировая война, и последующее разделение Берлина. Платформы пришли в негодность и уже не справлялись с пассажиропотоком. В 2006 году началась реконструкция станции. Теперь это один из самых загруженных вокзалов Берлина, хотя на нем не останавливаются поезда дальнего следования. Тем не менее, на вокзале башенного типа на нижнем уровне 4 пути для S-Bahn и 4 пути для региональных поездов, а на верхнем уровне еще по 2 пути для каждой категории поездов. В рамках проекта реконструкции была построена новая эстакада для линии S9. Теперь это один из вариантов, как добраться из центральной части Берлина до международного аэропорта. Кроме того, был воссоздан исторический надземный переход. Осткройц – перманентная стройплощадка. Сейчас идет сооружение крыши над одной из нижних платформ для региональных поездов, поскольку на нее при старте реконструкции не хватило средств. Впоследствии у вокзала должен появиться трамвай, однако проект линии задерживается из-за разногласий. Тем не менее, место для трамвайной остановки, судя по всему, уже было в изначальном проекте вокзала. Вот здесь, в считанных шагах от одного из входов. Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 2, 25, 26 und zum Regional- und Fernverkehr. Пока в 2006 году современный Осткройц только начал зарождаться, Зюдкройц, хоть и с опозданием, уже начал принимать поезда в полном объеме. После объединения Германии станцию для городских и региональных поездов Папештрассе, возведенную в 1901 году, решили перестроить. Получился вокзал башенного типа, на нижнем уровне которого есть не только 2 пути для городской электрички, но еще и 6 путей для поездов дальнего и регионального следования. Верхний уровень – это лишь 2 пути для S-Bahn, в частности для поездов Ringbahn. Часть старого здания интегрировали в новое. Не самое лучшее исполнение, на мой взгляд, но все же сохранение истории. Рядом с вокзалом также останавливаются и междугородние автобусы.
Крыша вокзала используется для размещения солнечных батарей и небольшой ветряной электростанции. Перед зданием вокзала есть станция зарядки электромобилей, прокат машин и велосипедов, велопарковка с сервисным центром. Берлин-Зюдкройц использует энергию из возобновляемых источников и к тому же является многофункциональным. Именно поэтому данный вокзал называют вокзалом будущего. Westkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7 und 9. Вокзал Весткройц также относится к станциям башенного типа. На верхнем уровне платформа в основном для поездов Рингбан. Внизу 4 пути для 4 линий главного городского коридора S-Bahn. Региональные поезда здесь не останавливаются. Этот вокзал от всех остальных крестов отличается тем, что используется он в основном для пересадок между линиями. Жилых массивов рядом с вокзалом крайне мало, его пешая доступность не лучшая. На это в том числе влияет массивная развязка к западу от него. Вокзал был открыт в 1928 году в рамках дальнейшего развития городской электрички Берлина. Несколько раз фундамент вокзала приходилось ремонтировать из-за того, что здание построили на неустойчивой почве. После объединения Германии станцию вновь отремонтировали и снесли сигнальную башню, у которой к тому моменту из-за особенностей почвы появился серьезный крен. В остальном внешний вокзал за почти 100 лет своей истории не особо изменился. Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25, 26 zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Gesundbrunnen, дословно «фонтан здоровья», это район в Берлине. Станция, получившая название от района, существует здесь с 1872 года, и с конца 19 века она использовалась в том числе для междугородних поездов. Но разделение Германии, как и разделение Берлина, оказало сильное влияние на станцию, ровно как и на другие уже упомянутые вокзалы. Прежде всего были нарушены пути сообщения. После объединения Германии вокзал Gesundbrunnen перестроили в уже полноценную новую станцию для поездов дальнего и регионального следования. Для них теперь здесь 6 путей, и на этом же уровне 4 пути для S-Bahn. Довольно любопытная размашистая конфигурация путей к востоку от вокзала отчасти появилась еще в 20 столетии. Сейчас это единственный из 4 крестов, через который проходит еще и линия метро, по-немецки линия U-Bahn. К тому же, как вы могли заметить, вокзал носит название Gesundbrunnen, но не Nordkreuz, потому что как такового креста здесь нет, если не брать во внимание линию метро. Однако недавно, чтобы упростить навигацию, на табличке все же добавили название Nordkreuz. Вокзал весьма загруженный, да и по соседству расположен торговый центр, и это тоже влияет на количество людей вокруг. Вот такой экскурс в частицу транспортной системы Берлина. Каждый из 4 вокзалов по-своему уникален, и я надеюсь, что этот рассказ был интересным и полезным. Расскажите о своих впечатлениях в комментариях. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал и его соцсети, чтобы не пропустить новые ролики, и поделитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч! Всем свободы и мирного неба над головой!